Мошенники пытались украсть мои деньги. Здравствуйте, друзья! Зачем я снимаю это видео? Чтобы вы были бдительными и не были такими легковерными, как я. Так вот, я хотела продать одну дорогую вещь через интернет. Потенциальный покупатель написал мне через Viber и даже не торговался. Я, конечно, немного удивилась, потому что наши белорусы сразу начинают ныть, что дорого, и торговаться. Есть даже много таких людей, которые пытаются сбить цену, и когда ты соглашаешься, они даже не отвечают. Вот такое хобби у многих белорусов. Так вот, один мужчина вызвался купить у меня эту вещь, но написал, что он не из Минска. Если что, я живу в Минске. Я предложила ему оплату наложенным платежом, то есть я отправляю ему вещь по почте, и он оплачивает ее при получении. Он ответил, что ему проще через посредника, но в итоге прислал мне ссылку, похожую на сайт Белпочты, и написал, что отправил мне деньги. Я перешла по ссылке и ввела данные своей карты. Я знаю, я сама виновата. Я слышала, что нельзя вводить 3 цифры с обратной стороны карты, если ничего не оплачиваешь. Но почему-то ввела их. Ох, друзья, сейчас столько вариантов оплаты, а я в них практически ничего не понимаю. У нас мало опыта расчета через интернет. Белорусы опасаются платить карточкой через интернет и не безосновательно. Через секунду после того, как я ввела данные своей карты, мне пришла смс-ка, что операция по оплате отменена. Я думаю, что они не смогли украсть мои деньги только потому, что у меня было недостаточно средств на карте. После этого, также через секунду, мне позвонили из моего банка и спросили, пытаюсь ли я осуществить платеж, так как он выглядит странным. Я сказала, что ничего не оплачиваю, наоборот, это я жду денег. Сотрудница банка спросила, переходила ли я по ссылкам, похожим на сайты Куфор или Белпочта. Я ответила, что да. И тогда она мне сказала, что, скорее всего, все данные моей карты находятся у мошенников, и предложила ее заблокировать. Я согласилась. Мужчине, который хотел купить у меня вещь, я написала, что подам на него заявление в милицию, на что он мне ответил, что он здесь ни при чем, он не понимает, что происходит, хотя это он прислал мне эту злополучную ссылку. На следующий день я сходила в банк и заказала новую карту. Также я взяла выписку, из которой видно, что мошенники пытались украсть у меня деньги. В этот же день я написала электронное обращение в милицию, но они мне даже не прислали уведомление, что оно зарегистрировано или хотя бы получено. Сегодня я туда позвонила, они долго искали мое заявление и, о боже, наконец-то его нашли и обещали зарегистрировать. Еще в интернете я нашла статью, из которой видно, что пострадавших, которые переходили по ссылкам, похожим на Куфор или Белпочта, много. Друзья, будьте бдительны, используйте только хорошо известные вам способы оплаты через интернет и не вводите данные своей карты на разных стрёмных сайтах. Пока!